Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, об этом я буду говорить вам раза 3 за ролик, я буду вам рассказывать о, будем считать так, компакте от Xiaomi. У этой модели 500 тысяч баллов в Antutu, без всяких холодильников, либо дополнительной оперативки. Вот 500 тысяч он свободно выбивает. Помимо этого, у него есть такие штуки, которых я нигде не встречал. И я говорю не о малых габаритах и нестандартном внешнем виде, я говорю о том, что он имеет две флеш-подсветки на фронталку. Пример фронталки, разумеется, будет в ролике. Помимо этого, разумеется, я скидывал примеры фронталки в телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Там я выгружаю некоторые обзоры, плюс новости. Либо предупреждаю, что, допустим, скоро курс скакнет. Потому что, когда он скачет на бирже, он также скачет на Али. Какие еще плюсы этого смартфона? Он компактный, у него классный экран, 120 Гц и довольно неплохая автономность для всего этого дела. И основной мега плюс у любых Xiaomi-шек дороже $200, а этот дороже. Он классно снимает. Опять же, это мое субъективное мнение. Его вы сможете проверить в течение этого ролика, потому что примеров видео и фотосъемки будет море. Смотрим. Xiaomi-шный Civi. И передаю сразу привет всем, кто советовал мне во всяких сдеках покупать и подобном. Мне все средства уже пришли. Эта штука, разумеется, с Алиэкспресса. Единственное, кто за 4 недели спокойно мне это все доставили. Если брать, собственно, смартфон. На старте продаж он был люто оверпрайснутым на Алишке, опять же, той же. Потому что в Поднебесной он, в принципе, изначально стоил адекватно. HDR10 на борту, нам обещают Dolby Atmos и все остальное. У меня коробка вскрыта для того, чтобы установить гуглы. И я думаю, все прекрасно понимают, что данные модели на данный момент в глобальной продаже нет. Хотя нашу страну это особо сильно не интересует. У нас каждый день новости появляются, что Honor не ушла из России, но перестала с марта поставлять новые смартфоны. Я не буду перечислять брендов, которые перестали с марта поставлять просто новые смартфоны, но не ушли. Я не знаю тогда смысл их нахождения здесь для того, чтобы ремонт каким-то образом или маркетинг осуществлять. Я не знаю, но это лирика. Не лирика. То, что данный смартфон мне был интересен, данный смартфон я пытался купить даже по цене, получается, в 2 раза выше, чем он сейчас. И, опять же, в рублевом эквиваленте там вообще в 3 раза, потому что рубль укрепился относительно доллара, и сейчас все адекватно. Почему, я думаю, вы прекрасно видите. Нет, не потому что меня потянуло на нетрадиционные ценности, а по той причине, что смартфон сам по себе маленький. Если вы купите чехол под него, более брутальный, то все будет круто. Здесь, как многие не любят, вот я не люблю, края а-ля полуводопад. Из комплекта у меня, видите, ощущение того, что чего-то не хватает. Я думаю, у вас примерно такое же ощущение. Где зарядка Xiaomi? Вы очумели? Слов нет, мата нет. У нас есть переходник с Type-C на мини-джек, который мне не нужен. И где моя зарядка? Ну, будем искать тогда в сети, что он там поддерживает, но вот это уже лютая дичь. Выглядит все очень классно, подбородок небольшой, ощущение от телефона, первые эмоции, что это какой-то там супер-мега-флагман, хотя он таковым не является. Сейчас я подключу сеть, загружается все очень быстро, но он, опять же, был уже активирован до меня. Есть у нас обновление уже на прошивку, русский язык уже на борту. Смартфон ощущается как просто мечта какая-то. Вот эта штука меня радует. Да, копеечный чехол, да, они не положили сюда зарядки. Хотя это не супер-мега флагман. Да, я не вижу здесь направленного микрофона, нет мини-джека, инфракрасный порт и обещание великолепного Dolby Atmos. По размерам без чехла. Вес 167 граммов. Вообще пушиночка. Размеры ультракомпакта относительного. Понятно, что не супер-мега компакт, но 70 миллиметров в ширину, 70. То есть мы привыкли 75 видеть стабильно. 157 миллиметров в высоту. Толщина без блока камер, сейчас я вам скажу. 6,8. С блоком камер в максимальном месте 8,6 миллиметра. Ну, это классный смарт. Хорошенький такой. Полуфлагман. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрываются наушники Sony и еще один защищенный смарт. Все условия в описании. Подписывайтесь с колоколом. Пишите в комментах, что еще купить на обзор. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, а именно черный, синий и розовый. Дизайн привлекательный, и даже в черной расцветке он больше подойдет для женщин и
девушек. Хотя это смотря как смотреть. В руке без чехла лежит комфортно, как и в чехле, так как он компактный и легкий. Пользоваться одной рукой можно без проблем. Но из рук он выскальзывает, разумеется, если пользоваться им без чехла. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки алюминиевые. С фронтальной части экран защищен Corning Gorilla Glass 5 версии. Качество материалов отличное, сборка хорошая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, но хотелось бы поновее версию. Два микрофона, динамики, звучание неплохое, стерео. Dolby Atmos и сертификация Hi-Res Audio Wireless на борту. Вдобавок в настройках звука есть кастомный эквалайзер, за что огромное отдельное спасибо. ИК-порт на борту, а вот мини-джека не завезли, так что пользуемся переходниками. Те, кто хочет играть в игры без задержки вообще. Защиты от влаги и пыли нет, но слот прорезинен. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Максимально стандартная. Экран имеет закругленные края, что не особо удобно для игр. Контрастность 5 миллионов к 1, DCI-P3, широкая цветовая гамма, HDR10+, и Dolby Vision на борту. Плотность пикселей 402 ppi, вот такая вот золотая циферка, я считаю, что она идеальна. Пиковая яркость 950 нит, вот это без суперкосмоса, но яркости при прямом попадании света на экран лишь слегка иногда не хватает. С другой стороны, пользоваться смартфоном в солнечный день возможно, пусть и не дико комфортно. Цветопередача приятная, картинка достаточно четкая и контрастная. В настройках много различных функций, которыми возможно воспользоваться, чтобы подогнать экран под свои предпочтения. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц. Тест на дискретизацию касания вы можете наблюдать на экране, результаты меня удивили в хорошем смысле. DC-димминга в наличии нет, шим на 50%, 21% на минимальной 17% и на нуле 7,3%. Показатели шима отличные, глаза от экрана не устают даже при длительном использовании. Автояркость работает хорошо и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Далее, экран на 10 касаний откликается моментально, что говорит о наличии мультитача. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, или распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили низко, но привыкнуть к его расположению возможно без проблем. Работает сканер отпечатков стабильно, хорошо и быстро. Распознавание лица срабатывает даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но на работу сканера отпечатков пальцев это никак не влияет. Внести биометрические данные можно до 2 лиц, за что отдельное спасибо. Подбородок у экрана есть, но он минимальных размеров. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 778G с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 642L, интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. Оперативная память на выбор 8 или 12 гигабайт. В настройках также можно виртуально расширить плюсом до 3 гигабайт оперативки. Но на работу смартфона, по моей практике, это дело вообще никак не влияет. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сетей, что большинству из нас не особо и важно, а для 4G есть 7 бенд, 20 не завезли. Тем не менее, связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее. Микрофоны и датчик приближения не подводят. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи, но напоминаю, что у меня китайская версия смартфона. VO-LTE на борту, вибромоторчик хороший, настроить уровень виброотклика возможности есть. Bluetooth версии 5.2, напомню, что уже есть версия 5.3. Смартфон также оснащен модулем NFC, на данный момент, разумеется, можно установить MirPay и оплачивать с ее помощью все покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, Qualcomm максимально стандартный результат, лучше не бывает. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке устройство показало не лучший, но не самый плохой результат. В 7 часов 5 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Civi поддерживает быструю зарядку на 55 Вт, заряжается от 0 до 100% за 47 минут. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. За 30 минут просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi ушло 9%. За час игры в Genshin Impact улетает 21% на средних настройках графики, что действительно хорошо. Играть было комфортно, но даже если выставить максимальные настройки графики, играть можно будет по-прежнему, без каких-то особых проблем. Лагов я не наблюдал, что особенно радует. В более легких играх, например, PUBG, танках или Standoff 2, Civi показывает себя великолепно. Смартфон сильно не нагревается, яркость не понижает, что хорошо. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит не с радужными результатами. 201 гипс минимум, максимум 336, в среднем 225 гипсов
градусов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 745, в мультикоре 2817. Вантуту выдал отличный результат в 500 тысяч попугаев. Storage-тест показал хорошие 41 тысячу, 55-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом, что было и так очевидно. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Основной на 64 мегапикселя, ультраширик на 8 с углом обзора 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основным модулем в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Цифровая стабилизация на борту, и отрабатывает она просто великолепно. Оптостаба нет. Замедленная съемка может снимать в максимальном разрешении 1080p 120 FPS, а также 720p 960 FPS. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана. Также для фронтальной камеры в верхней части экрана по бокам расположили 2 LED-вспышки, что очень даже удобно. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. В стоке смартфон имеет различные режимы для фото и видеосъемки. К примеру, есть эффекты, режим влога или видеоклипа, про режим. Короткие примеры вы сейчас увидите. Прямо топовая фронталка, потому что сейчас я много бренда BBK смартфонов тестирую, и всего у них максимум 1080p 30 FPS. Это 1080p 60 FPS. Даже на экране смартфона довольно заметна разница. И сейчас увидите в разном освещении реакцию фронталки. Ну, хорошо снимает. Не 4К, но стаб хорош. Немного перехода Муринского. Съемка с одной руки и справляется. Прям по-хорошему справляется. Ультраширик в лучшем случае 1080p 30 FPS, 4К ультраширик снимать не может. Если стоять на месте, то тремор не виден. С 2 рук снимать можно. Хотя я вижу, что при поворотах происходят обрывы. Основная камера 4К 60 FPS, тоже как-то фризит, возможно из-за прошивки, возможно это будет на большом экране выглядеть по-другому. Сейчас увеличение максимум X6 для видео довольно все плавно, учитывая, что снимаю я с одной руки, а не с 2. Но какие-то обрывки, если также будет и в видео, которое он запишет, но это нехорошо. Цвета шик, против солнца снимает отлично, а вот со всем остальным проблема. Вот она, фронталочка против солнца, все равно позади меня он что-то пытается прорисовывать. Это особенность Xiaomi. Xiaomi снимают с фронталки хорошо. Немного двухоконной эпичности от Civi, от Xiaomi. Конечно, очень далеко приходится держать руку, но можно одновременно изменять вообще, получается, положение камеры. То есть разделять, уменьшать. Стаб у основной камеры работает намного лучше, как вы видите. У фронталки так себе. Елагин самая простая и единообразная локация в СПБ. Да, фронталку колбасит. С одной руки невозможно снимать, если снимать с 2. Вот так. Видите, синхи мучаю. Вспоминаю все про их обрывы. Обрывов много. Ультраширик 1080p 30 FPS. Максимально скромный, скажем так, что это, считайте, как заглушка. Встал, потихонечку снял и забыл про ультраширик. Максимум 4К 30 FPS, основная камера. Съемка на месте. И сейчас съемка в движении. Опять же напоминаю, что солнце бьет прямо в объектив камеры, поэтому ей тяжело. В то же время, по мне, со стабом с 2 рук она справляется. Опять же, нужно будет смотреть на экране, потому что ощущение, что кадры пропускаются какие-то. Но мне так кажется, что это просто он не успевает обрабатывать. Посмотрим в записи. Вот на такую штуку нужно заползать после того, как на YouTube посмотришь, как обрывались данные тросы, что я и делал раз 6. Больше не хочу. Красиво здесь летом. На катамаранах можно поплавать, на уток посмотреть, поэкстремальничать. И особенно там, да? 4К 30 FPS, у фото максимум X10, у видео X6. Но мыло мыльное, шумы шумные. Так что иксы не используем. И еще немного фронталки.
на, берем в кавычках, я знаю, что курсанты поймут, аллее смерти. Пример съемки ультраширика, только 1080p, солнечный ясный день, ветра по минимуму, порывистый, вот сейчас есть. 4К 30 FPS, на ультраширик не перейти с него, основная камера максимум, X получается 6. Если не двигаться, то примерно так он будет снимать такие виды. И фронтальная съемка 1080p 60 fps. Недалеко от Зенит Арены. Вот такие пересветы. Но опять же солнце бьет прямо в сенсор. 4К 30 fps. И здесь рядом с Зенит Ареной дети катают на вот таких стендов. 4К 30 FPS, комфортная городская зона рядом с Газпром Ареной. Да, вы правильно увидели, по правую сторону слегка мусора, но это лирика. Почему? Потому что я не travel-блогер, я тестирую камеры. И камера у Xiaomi Civi 4К 30 FPS, Санкт-Петербург, кризис лодочки. Надеюсь, шутка удалась. Лодочки такие симпатичные. То есть это не только с той стороны с видом на Елагин, но еще вот здесь мини-бухта такая есть, где еще несколько десятков лодок-яхт. Тест при разном освещении. Фронтальная камера Xiaomi Civi, и здесь барабанная дробь. Есть у фронтальной камеры специально два диода, которые освещают вас. То есть даже в кромешной мгле плюс-минус съемка будет вот такая. Я сейчас снимаю в студии, работает довольно громко вентилятор. Из окна слышно, как работает стройка. Вы сейчас можете оценить, насколько хорошо отрабатывают микрофоны, а как картинка, ну вот так, разумеется, с шумами, разумеется, лютый роллинг шаттер, который я сейчас почему-то наблюдаю, но вот эти два диода, в ролике покажу, они просто классное решение, я бы сказал, идеальное для фронталки. Пример съемки основной камеры 4К 30 FPS Xiaomi Civi, и это, разумеется, студия. Вы это прекрасно видите, свет абсолютно нулевой, то есть все выключено. Штора рулонная закрывает освещение дневное, здесь света нет. И вот так, учитывая, что здесь мощные диоды, вас могут снимать товарищи где-нибудь, допустим, в клубе. Насколько хорошо отрабатывают микрофоны, работает вентилятор, насколько хорошо отрабатывает шумодав, правильно сказать, микрофонов, потому что окно открыто и слышна стройка. Вы сейчас слышите, но опять же повторяю, что с ночными условиями съемки даже какие-то супер-мега-флагманы справляются не идеально. И вот так отрабатывать фронталку у вас будет, если вы, допустим, в будке для аудиозаписей без включенного освещения будете себя снимать. В целом, по мне, если бы не роллинг шаттер, я бы сказал, что все окей. Роллинг шаттер, конечно, довольно непривычен в смартфоне за такие деньги. Непривычно то, что здесь очень много шумов, как я вижу. Опять же, на съемке на телевизоре уже или на компьютере может быть как-то по-другому. И диоды — это, конечно, классная вещь. Прям классная, потому что подсветка на все 100 отрабатывает. То есть даже в кромешной мгле смарт будет снимать на фронталку. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, что стандартно, нет мини-джека. Также хотелось бы 60 FPS при съемке у основного модуля, понятно, к 4К. Нет 20-го бенда, что, возможно, слегка повлияет на стабильность связи в маленьких городах или между городов, но это не точно. Также нет автогерцовки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что курс, скорее всего, стабилизируется в районе 70, поэтому привыкаем к нашей прошлой реальности, когда курс был 75, и рано или поздно мы привыкнем. Главное, AliExpress все доставляет. Резюмировать я бы хотел так. Смотрите, у этого телефона есть, разумеется, недостатки, но его категория — это компакты. Притом он, скажем, стилизован под то, чтобы выглядеть не как все.
Этот смарт реально ни с кем не перепутать. И этот Civi, понятно, что он на данный момент только для рынка Китая. С другой стороны, русский язык на борту, с другой стороны, Global прошивка присутствует. Помимо этого, очень классные баллы в Antutu, очень хорошие данные по автономности, притом я не беру общую, как я вам сказал, там 7 часов 10 минут для 120 Гц на максимальной яркости. В Genshin на оптимизированных настройках на средних он выдал мне 21% за час, и согласитесь, это сильно. Как он снимает, вы видите прекрасно. Понятно, что я довольно хорошо выгляжу, с другой стороны, позади меня, возможно, вас что-то не устраивает. Но вспоминаем, что есть такие флагманы, как Vivo X80 Pro, на который был обзор на канале, как, допустим, Oppo Find X5 Pro, это тоже флагман, не говоря уже о Mi 12 Pro и о, допустим, iPhone 13 Pro. Вы все это можете посмотреть, конкретно даже у меня. И я вам скажу, что не намного это дело лучше снимает видео, так точно. А вообще, начиная с 11s версии у Xiaomi, из того, что я тестировал, а я тестирую все, снимают у них все довольно классно. Если вы собираетесь делать какой-то контент для чего-то, даже для хоум-видео, однозначно must have. Основная камера здесь шик, блеск, красота. В итоге, если вас устраивает его дизайн, мне он зашел, если вас радуют его габариты, меня однозначно радует, то этот смартфон на 100% создан под вас. Почему? Потому что гуглы есть, русский есть, связь ловит он нормально, автономность для, опять же, этих спеков 120 Гц и всего остального приличная. Да, я не люблю MIUI, если вы у меня спросите Xiaomi или Realme, я выберу Realme. Но этот смартфон, если помнить про съемку, а съемка у него хороша, однозначно я рекомендую к покупке. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, нас почти там 15 тысяч человек, и телеграм скидок, там уже почти 60 тысяч человек. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. X80 от Vivo я купил, и, разумеется, Black Shark 5, 5 Pro и подобное скоро придут, и я вам буду о них рассказывать. Плюс еще море бюджетников. Это Redmi 10A, Redmi 11E, Redmi 11E Pro, Redmi 11T Pro. Еще много всего у нас впереди, я думаю, в течение месяца пообозреваем. Добра и удачи вам, дорогие друзья!